Сегодня нам предстоит разобраться с такой темой, как разгон процессора. На самом деле в интернете огромное количество информации по этому поводу, но для начинающего пользователя, который только приступил впервые к этому делу, складываются проблемы. Поэтому в этом ролике мы постараемся передать все самые основные моменты, методы, способы и термины, которые дадут вам знания, которые помогут вам без проблем справиться с этим делом. Здесь сразу стоит сказать, что AMD и Intel разгоняются похожими способами. Единственное их различие – это интерфейс программ, с помощью которых будет проводиться оверлок, либо же немножечко другой интерфейс BIOS. Сразу отмечу, что существует два способа разгона процессора. Во-первых, это разгон по множителю процессора, а во-вторых, это разгон по шине. О терминах немножечко поговорим позже. Что же такое множитель? Как узнать, поддерживает ли ваш процессор данную функцию и так далее. Давайте разберемся с вами, что же такое множитель процессора, на каких процессорах он существует, а на каких нет. На самом деле процессоры существуют двух типов, с разблокированным множителем и заблокированным. В моем случае, моя модель процессора FX4300 от AMD имеет разблокированный множитель. Как это узнать? Просто вводите в интернете модель своего процессора и смотрите его характеристики. И вообще, что же такое множитель? Давайте с вами зайдем в мой компьютер, свойства, и здесь увидим информацию. Многие здесь ее смотрели уже, я уверен. Здесь написана модель вашего процессора, а также тактовая частота ядра процессора. В моем случае 4 ГГц или 4000 МГц. Так вот, что же такое множитель процессора? Множитель – это 200 МГц, умноженные на тот самый показатель, именно множитель. То есть в моем случае 4 ГГц, значит множитель данного процессора получается 20. 20 умноженное на 200 получается 4000 МГц. Я запустил одну из программ по разгону, чтобы показать вам еще немножечко множителя. То есть вот сам множитель. Посмотрите на раздел CPU Core 0. Здесь мы можем выбрать множитель. То есть x23, естественно, вы сами понимаете, сколько это будет. 23 умножить на 200, это будет 4600. То есть в данном случае, если мы выставили бы 23x, то получили бы тактовую частоту процессора 4600. 19x, естественно, это 3800. Надеюсь, что вам понятно с множителем, по этому поводу все. То есть первый способ разгон по множителю, нам необходимо иметь процессор с разблокированным множителем, а также иметь информацию о том, что это такое, что мы в принципе теперь и понимаем. Если вдруг множитель заблокирован у процессора, то ничего страшного, его тоже можно подразогнать с помощью второго метода разгону по шине. Давайте немного поговорим о разгоне по шине. Для этого нам понадобится программа CPU-Z. В принципе, она в любом случае вам понадобится при разгоне процессора. Обратите внимание, внизу есть показатели. Core Speed – это тактовая частота ядра процессора. Далее у нас идет множитель, как раз о котором мы и говорили. Но здесь вы видите множитель 19, а в моем случае тактовая частота 4000. Такого быть не может, сказали бы вы, потому что мы уже с этим разобрались. Должно быть 3800. Но обратите внимание чуть пониже. Bus Speed – это и есть тактовая частота шины. Или же, как ее еще называют, тактовый генератор. Дефолтный показатель частоты шины это 200 МГц. В моем случае на 12 она разогнана. Здесь встает закономерный вопрос, какое значение вообще имеет эта шина и что это такое. Шина в принципе соединяет периферийные устройства с процессором. Какие же устройства? А именно, это северный мост, оперативная память и другие устройства. Естественно, если мы будем повышать частоту шины, будут повышаться все другие периферийные устройства. То есть частота северного моста, частота памяти и так далее. Давайте немного поговорим о терминах, которые нам помогут разобраться в разгоне процессора, которые будут участвовать в этом процессе. Во-первых, мы разобрались с вами, что такое множитель, частота ядра. Далее мы переходим в Core Voltage, то есть питание процессора. Чем будет больше множитель, чем больше будет возрастать частота процессора, тем выше должно быть питание процессора, чтобы избежать различных проблем с разгоном.
В моем случае вы видите значение какое, и оно мне подходит. Чуть позже мы, конечно же, разберем это подробно. Главное, что вы поняли, что это за термин. Далее у нас идет Bus Speed. Мы уже сказали, что это системная шина, которая соединяет внутренние устройства. А именно по этой шине соединяется микроконтроллер с процессором и имеет свою тактовую частоту. Чем выше тактовая частота у данной шины, тем, естественно, увеличивается пропускная способность между внутренними устройствами. Ниже мы видим с вами HT-Link Hyper Transport Technology, который используется в системных платах с процессором AMD. Это компьютерная шина с высокой пропускной способностью и малыми задержками. Еще некоторые термины и особенности. Значит, я уже говорил, что Bus Speed это шина, которая связывает микропроцессор и северный мост и другие внутренние устройства. Так вот, при увеличении частоты шины перейдем во вкладку Memory и здесь увидим NB Frequency, то есть частота северного моста. Естественно, увеличивается частота северного моста. То есть они связаны между собой, это нужно понимать. Далее здесь же обратим внимание еще и на память, то есть оперативную память. DRAM Frequency, частота оперативной памяти. В моем случае я ее немножечко разогнал, и разогнать ее не будет лишним при втором способе, при разгоне по шине. Так что сюда мы тоже будем обращать внимание. В принципе, этого будет достаточно, этих терминов, для того, чтобы хоть как-то разобраться в разгоне процессором. Следующий вопрос: с помощью чего разгонять процессор? Существует программный способ, то есть с помощью программы, а также способ с помощью BIOS. Давайте посмотрим на программы. У каждой системной платы, точнее у производителя системной платы, существует определенная программа для этих целей. К примеру, у платы MSI существует программа Core Center, Dual Core Center. В принципе, вы легко ее найдете в интернете. К примеру, перейдем на Gigabit. У Gigabit есть программа EasyTune, а также Asus Turbo V Evo. Кстати говоря, не каждая системная плата будет поддерживать данное программное обеспечение, но в целом вот такой ряд программ существует. Мы не будем рассматривать каждую, потому что это займет огромное количество времени. У Asus и Intel тоже есть определенные программы для этого. Например, AMD Overdrive. Еще один важный вопрос при разгоне процессора, который следует понимать, то что у процессора есть определенная мощность тепловыделения. На моем случае это 95 Вт. Давайте перейдем к кулеру, который должен иметь рассеиваемую максимальную тепловую мощность с запасом, то есть хотя бы 115, ну в этом случае 130 Вт. Приблизительно такой же кулер установлен у меня, что позволит не перегреваться процессору. Если мы его разгоним, хоть по шине, хоть по множителю, то в любом случае он будет сильнее нагреваться. Так что этот вопрос должен быть решен. Еще один вопрос. Давайте в CPU-Z перейдем в Mainboard. Это системная плата. Вот модель, в моем случае, системной платы. Суть в том, что не каждая системная плата будет достаточно запитывать процессор. И именно поэтому она будет обрубать также частоту процессора. Если вы потом протестируете, вы это поймете. Способна ли ваша системная плата позволить разогнать процессор. Как это происходит? К примеру, у вас есть определенная частота процессора с разгоном, без разгона, неважно. К примеру, 4 ГГц вы разгоните до 4,2 и обнаружите в играх постоянное проседание FPS, либо же зависание компьютера, либо же вообще вылетает в синий экран. Это значит, что компьютер, не справляясь с подачей электричества, просто будет обрубать вам данный параметр на более меньший, от чего и будут эти фризы и лаги. Так что системная плата тоже должна быть достаточно дорогая, потому что на дешевых вариантах это обязательно вы почувствуете. Это очередное правило, которое следует знать. Давайте посмотрим параметры без разгона, которые у нас присутствуют в программе CPU-Z, а также в моем компьютере. Как видите, стандартная частота этого процессора без каких-либо множителей, без разгона 3,8. То есть множитель 19. Перейдем в CPU-Z. И я вам советую настоятельно переписать параметры и в процессе изменения их потом смотреть на изменения в CPU-Z. То есть питание, частота процессора,
Кстати, сейчас она у меня под технологией AMD Turbo Boost. То есть на 100 МГц немножечко разогнана. Далее здесь мы видим 19,5. Это множитель. Вообще должен стоять 19 по умолчанию. Дальше частота шины 200. Hyper Technology 2200. Все это перепишите себе. Далее переходим в Memory. Здесь мы видим частоту северного моста 2000. Она будет увеличиваться с частотой шины. Если увеличим частоту шины, будет увеличиваться здесь. А также память оперативная. В моем случае оперативная память 1600. Пишется она поделенная на 2. То есть 800 умножить на 2 получится 1600. Ее мы тоже будем увеличивать. Но это позже. Начнем с простейшего. С увеличения тактовой частоты ядра процессора по множителю. Это самое простейшее. Давайте перейдем уже к практике и пойдем в BIOS. Давайте все-таки прежде чем перейдем в BIOS, потому что я привык делать все через BIOS, покажу вам в программе на моем примере. Это AMD Overdrive. Для Intel, как я уже сказал выше, существуют другие программы, но примерно они устроены одинаково. Переходим в Clock Voltage. И здесь мы видим частоту. Target означает целевая частота, то есть установленная, в моем случае 3800. И которая сейчас 3900. Я уже, как говорил выше, у меня установлена AMD Turbo Boost на 100 МГц. Ниже мы видим панель с увеличением частоты ядра по множителю. Пока что вот это вот ниже не трогаем. Это касается разгона по шине. Нас интересует только SPU-Core. Естественно, то, что мы будем увеличивать на нуле, будет увеличиваться везде. Далее справа панель. Это у нас питание процессора. Также целевое питание. То есть, то, что мы установим, то будет и здесь. И которое сейчас. То есть, увеличиваем здесь. Как видите, увеличивается целевое. То есть, если мы увеличим на 1 здесь, то немножечко приподнимем питание. Не советую делать больше 1,4. Но, кстати, программа здесь сразу и ограничивает. Все зависит от системной платы. Может быть, у вас возможностей больше. До 1,5 больше не нужно. 1,4 в моем случае. Вы можете до 1,5 ставить питание. Я поставлю сейчас по минимуму. Потому что слишком сильно, я уже проверял, получу лаги. Допустим, поставлю 100. Здесь увеличим совсем чуть-чуть. Также перейдем в Turbo Core Control. Выставим здесь галочку. Здесь мы также можем увеличивать. Так, ставим Boost Level 0. Здесь можно увеличить на самом деле очень сильно, но ни к чему хорошему это не приведет. Давайте поставим 21. Нажмем ОК. ОК. Еще чуть увеличу питание. Нажимаем Apply и ОК. И потом тестируем компьютер. Если наблюдаем вылет синего экрана, невозможность загрузиться в системе, то просто можно сбросить в BIOS параметры на дефолтные. И все вернется на свои места. Дальше нажимаем Apply, ОК. И тестируем, чего же мы добились. Давайте посмотрим, как это делается с помощью BIOS. Так, мы заходим в BIOS с помощью Delete или F2 при старте компьютера. Можно посмотреть системную информацию о процессоре. Далее переходим во вкладку Advanced. Здесь все может варьироваться, абсолютно могут быть другие названия. Может сразу у вас будет в современных BIOS сразу на первой странице параметры разгона. В моем случае я захожу в Jumper Free Configuration. И здесь как раз-то все параметры разгона. Ну, в принципе, вы увидели, что есть программы, есть BIOS. И теперь сейчас мы перейдем уже к практике и попробуем на моем примере, на моем процессоре, попробуем увеличить тактовую частоту, разогнать. Еще одна важная вещь, которая в принципе может быть сэкономит вам время и возможно вам не придется заниматься этим сложным делом, это то, что существует на разных процессорах технологии. К примеру, AMD Turbo Core Technology. Данная функция просто включается или выключается и приблизительно 100-200
МГц будет накидывать вам при максимальной нагрузке процессора. То есть это все просто. Просто включается эта функция и все. И больше делать ничего не нужно. Это один из способов разгона, я так скажу. Имейте в виду, что технологии могут быть различными на разных процессорах, но включаются они легко через BIOS. Просто почитайте о своем процессоре, на что он способен. И, возможно, вам не придется, еще раз повторюсь, заниматься разгоном по множителю, либо же по шине, потому что это занимает много времени, много сил и так далее. Ну что же, давайте начнем. Обратите внимание, что все параметры разгона у меня стоят автоматически. То есть ничего мною сейчас не изменялось. Все автоматом. Сейчас давайте перейдем в программку SPUS-Z и посмотрим, какие параметры у нас без разгона, без турбобуста, без разгона по шине. В общем, смотрим. Теперь на примере BIOS немножечко увеличим частоту нашего процессора. Итак, можно посмотреть System Information. Так, 3,8 МГц. То есть сейчас которая частота. Переходим в Advanced вкладочку. Опять же, еще раз скажу, BIOS абсолютно разные. Но суть та же. Дальше нам необходимо отключить энергосберегающие технологии различные. Где их искать, смотрите в интернете в соответствии с вашим BIOS, потому что я не могу для каждого показать, где именно они находятся. Одна из них у меня вот Cool and Quit. Это технология энергосбережения. У меня она отключена уже. Итак, далее переходим. Jumper Free Configuration. Здесь у меня везде авто стоит. Насчет технологии AMD Turbo Core я уже говорил. Ее мы пока включать не будем. Чтобы выставить частоту процессора по множителю. Такая есть функция SPU Ratio. Она может немножечко иначе называться, но по сути вот она. Здесь выставляем множитель. Так, 19х в моем случае это стандарт, 3,8. Можно поставить, к примеру, 20х. Далее. Нам нужно найти питание процессора. SPU over voltage. В моем случае она выставляется плюс или минус. Нажимаем плюс. Пошло выставление. Добиваем до нужного примерно, к примеру, 1,25, может даже выше. 1,3 даже можно поставить. При таком разгоне. Дальше сохраняем настройки BIOS и в принципе по множителю. На этом история заканчивается. Хотя здесь есть еще одна вещь. И называется на нагрев процессора. Увеличили частоту, начал нагреваться процессор сильнее. Также находим конфигурацию Power. И здесь мы можем выставить минимальное значение процессора. Как вы видите, у меня она выставлена на 60. То есть значение кулера, извиняюсь. И теперь кулер будет работать при минимальных нагрузках на 60%. Что в принципе и будет остужать ваш процессор. Но опять же, если максимальные нагрузки, а кулер у вас без запаса тепловыделения, то естественно у вас все будет глючить. И вам не подойдет такой разгон, его придется уменьшать. Если вдруг вы провели тест, и вы поняли, что у вас компьютер лагает, либо не запускается, то будем менять параметры. То есть, зашли вы обратно в BIOS и уменьшили, к примеру, питание процессора. Либо же уменьшили его множитель. Затем перезагружаете компьютер, проверяете снова насчет тестирования. Тестирование покажу, как делать чуть позже, точнее его этапы. В общем, никто вам не скажет никогда, как именно поставить соотношение множителя и его питания процессора. Именно потому, что все конфигурации различны, и в интернете вы даже не найдете, какое должно быть соотношение. Все это делается, к сожалению, вручную. Вам придется потратить какое-то либо количество времени, чтобы выяснить, какие ваши настройки будут оптимальными. Чтобы не было глюков, чтобы не было каких-либо внезапных перезапусков и обрубания частоты процессора. В общем, придется поработать вручную. Выставили примерный множитель, примерное количество питания
Если питания мало, увеличили, питания много, уменьшили и так далее. Именно тогда, когда вы найдете оптимальное соотношение этих двух параметров, то и будет являться вашим разгоном, максимальным разгоном для вашей системы. Еще один вопрос, который состоит в том, я не могу найти какой-либо параметр. В каждом биосе, в зависимости от того, какой у вас биос, будут иметься какие-то различия. К примеру, в моем случае CPU ratio это и есть множитель. В вашем случае может называться по-другому. CPU clock, к примеру. Так что это тоже стоит иметь в виду. Также может у вас просто voltage, CPU voltage может быть написано и так далее. Так, следующий метод это разгон по шине. Он немножечко сложнее, потому что конфигурации придется менять возможно больше. Все зависит от вашей конфигурации системы. Как видите, у меня опять все авто. По множителю мы уже знаем, как разгонять. В этом проблем нет. Ну а теперь давайте посмотрим по шине. В моем случае CPU overclocking. Нажимаем Manual. И видим вот такой вот параметр. 200 МГц шина. Системная шина. Так изменяется на плюс-минус. Я уже нашел для себя оптимальные параметры. Вам придется их поискать. Примерно 225 можно выставлять. У меня слабая системная плата, также не очень мощный процессор, поэтому мне хватило 212, ну или 213. Также вы можете выставить для GPU, то есть для видеокарты, но этого делать не нужно. Это все оставляем как есть. Также вы можете выставить частоту северного моста, NB Frequency, то есть North Bridge Frequency, и выставить его вручную. Вы же помните, что мы с вами смотрели, какая частота у нас в CPU Z по стандарту. Когда вы знаете, какая у вас частота по стандарту, то, естественно, здесь вы можете немножечко увеличить ее. Совсем сильно увеличивать не стоит. Но, опять же, это все вопрос поиска оптимального решения. Конечно, можете увеличить больше, но, возможно, не запустится вообще система. Но проверять вам никто не мешает. К примеру, в моем случае частота северного моста это примерно где-то 2300. Ну, вот этот вот параметр оптимальный. Можно, конечно, поставить вот этот параметр. Давайте поставим его. Также мы можем выставить питание для северного моста. Естественно, чем больше будет частота, тем больше нужно будет питание. Итак, а здесь у нас выставляется частота шины Hyper Technology. Так. В моем случае тоже это где-то 2600 приблизительно. Сразу же, когда мы разгоняем шину, мы ее разогнали до 213, если помните, то здесь будет не лишним разогнать память. Так, это питание памяти оперативной. Я его не буду выставлять. Чем больше, естественно, точнее станем здесь manual. Чем больше вы будете выставлять частоту памяти, естественно, возможно, придется вручную выставить ему питание. Так, 8800. Также на какое-то количество небольшое разгонится оперативная память из-за шины. Здесь, конечно же, можно поставить и больше. 933, к примеру. Ну, давайте попробуем. Так. Питание оперативной памяти. Пусть остается авто. Здесь так же, как и с разгоном по множителю, придется подбирать параметры вручную. И каждый раз тестировать систему, перезагружать. На это уйдет какое-то количество времени. Будьте к этому готовы, еще раз повторюсь. Давайте сохраним и посмотрим, что у нас вышло. Вот, кстати, уже и столкнулся с первой проблемой. Черный монитор. То есть компьютер загружается, монитор черный. Значит, чему-то не хватило питания. Сейчас нам предстоит перезагрузить компьютер, нажать кнопку перезагрузки, запустить BIOS и выставить либо больше питания, либо уменьшить количество герц. То есть уменьшить частоту чего-либо.
Мне кажется, что я слишком поставил высокую частоту для оперативной памяти, либо же для Северного моста. Давайте посмотрим, что же я здесь изменил, чего не менял. Получается, что я здесь изменил только частоту системной шины. Все остальное оставил автоматически, так как увеличил я не намного частоту системной шины, то естественно я и не стал увеличивать потребление тока для системной шины. Все оставил автоматически. Также еще увеличил частоту оперативной памяти. Вот такие настройки у меня. Это оптимально именно для меня. Как проводить тест? Во-первых, после всех манипуляций открывайте SPUZ. Посмотрите на результаты. Что именно увеличилось у вас при увеличении, к примеру, по шине. В моем случае я не делал разгона по множителю процессора. Я просто увеличил шину. Больше ничего. Шину я увеличил немного, так как системная плата и мой процессор не позволяют сделать большего. Что изменилось при увеличении по шине? Во-первых, частота самой шины. Также увеличилась у нас Hyper Technology немножко. Перейдем в Memory. Мы увеличивали память. Кстати, забыл не только частоту шины, я увеличил еще и память. То есть она стала у нас больше, выше. Также увеличилась частота Северного моста. Так, с этими параметрами понятно. Как я говорил выше, вам понадобится AIDA64 Extreme Edition. Итак, давайте посмотрим на раздел «Разгон». Во-первых, мы здесь видим частоту процессора, соотношение разгона на сколько процентов, исходное состояние, которое сейчас, множитель. Также разгон по шине, исходное состояние, на сколько разогнали процентов и многое другое. Также частоту Hyper Transport, шина памяти оперативной и многое другое. Переходим в раздел «Датчики», и здесь мы видим температуру процессора. За ней придется следить во время тестирования, потому что при достижении 70 градуса и при ее увеличении начнутся обрубаться тактовые частоты процессора. Это может послужить, кстати, одним из вариантов, почему у вас не получается разогнать процессор. Плохая система охлаждения. Поэтому за этим будем следить. Теперь давайте проведем небольшой тест. После каждого изменения, которое вы будете проводить в BIOS, то есть подгонять под оптимальные настройки разгон процессора, вам придется проводить некоторые тесты. К примеру, вот один из них. FPU Julia. Нажимаем старт. И с каждым разом проверки мы найдем максимально оптимальным решением для вашей системы. В моем случае вот такое количество баллов. Сейчас я, допустим, выйду в BIOS, еще раз изменю настройки и посмотрю. Если баллов меньше, значит настройка не та. Нужно будет еще что-либо менять. Ну и также погонять нужно данную настройку в играх, поиграть в игры, попользоваться компьютером. Если обнаружить какие-то просадки, какие-то лаги, то придется опять же изменять настройки разгона. Это что касается тестирования. Ну, давайте немножечко еще поговорим о разновидностях BIOS, чтобы хотя бы иметь представление, где что искать. Значит, BIOS абсолютно могут быть разными в зависимости от модели вашей системной платы. К примеру, вот один из BIOS. Здесь SPU Clock Speed. Выставляется также множитель процессора. Далее, вот вам еще один вариант. Хорошо, если у вас BIOS на русском языке. Это упростит вам все действия. Здесь, допустим, выставление напряжений. Также следующий. Вот вам от гигабит современный BIOS. И вот Asus. Ну и давайте посмотрим на результат. Потратил я огромное количество времени на то, чтобы это все выставить, найти оптимальное положение настроек для моей системы. Моя система очень слабая, поэтому она не позволила мне увеличить сильно разгон процессора. Поэтому частоту я смог увеличить процессора всего на 200 путем
разгона по системной шине. Системную шину я разогнал всего на 12 МГц. В принципе, мне этого достаточно. Абсолютно здесь могут варьироваться в зависимости от системы различные показатели. Вы можете, например, разогнать и на 300, и на 500 МГц. Если же у вас еще установлено хорошее охлаждение, то у вас проблем не будет с этим. Впоследствии разгона системной шины разогналась также и Hyper Technology шина. Также разогнался у нас Северный мост, тактовая частота, оперативная память немножко увеличилась. Ну, в общем, это все говорит о том, что я нашел для себя оптимальные настройки. Мой компьютер не зависает, показывает нормальные характеристики при тестировании, также не зависает при играх. Ну и не увеличивается температура. То есть температура процессора всегда стабильна. Это и есть оптимальные настройки. Оптимальное нахождение по разгону процессора. Также можно было, конечно, сделать это и по множителю, но у меня оптимально получилось так. На этом все. Надеюсь, что этот урок поможет вам сориентироваться в своих настройках и попытаться увеличить тактовую частоту своего процессора, то есть разогнать его. Какой вы выберете метод, все зависит от вашей системы.